В душе как-то вот теплилось, что они не будут захватывать. Мы не могли вас защитить. Войска зашли уже на территорию площадки. Я генерал российской армии, назвал фамилию Бураков. Пряталась от этих самолетов. Идет сзади и затвором автомата клацает. Просто потеряла сознание. Ты обвешан автоматами, а я с кастрюлями стою. Тревога такая еще началась с ночи. Вот с полуночи вот как-то стало так тревожно. И где-то 4 уже утра мы слышали взрывы, далекие такие взрывы и шум авиации, вот что-то такое вот над нами, вот что-то такое полетело куда-то, это, то есть в недоумении, что это может быть. Мне позвонил инженер с подстанции 750, находящийся со мной на смене, и говорит: слушай, Лёш, говорит, какой-то канонада какая-то, гул какой-то за Припятью. То есть как бы, я говорю, ну, как бы, ну и ладно, мало ли там что. Он говорит, так не, говорит, такое впечатление, что это именно артиллерийский какой-то, то ли обстрел, то ли вот что-то такое, то есть как бы. В 6:30 уже с Чернобыля мне позвонили даже раньше, не в 6:30, а в 5:30, что идет эвакуация Чернобыля полностью в Детятки. Ну, как бы я понял, что мы на АЧС, на площадке остались одни. Было сообщение на ЦС по громкоговорящей связи подстанционной о том, что вводится режим аварийной готовности. Вот сначала как бы не было ничего такого. А смежное помещение со мной, это дежурный инженер-электроник электроцеха Саша Загреба, который буквально вот синхронно с сообщением зашел ко мне и говорит: что происходит? Я говорю: что случилось, Саша? Он говорит: у меня команда, значит, обесточить полностью все освещение НБК. То есть вроде как режим светомаскировки вроде как вводится. Вот. Ну и тут же как бы есть еще была связь, интернет, телеграм-канал, и все это, значит, сразу же открываем и смотрим. Ну и там уже были сообщения о том, что, значит, нанесенный удар по территории. Ну, понятно для всех взрослых людей, что это означает. Такие объекты, они, в общем-то, по международному праву, в частности, МАГАТЭ контролирует. Есть определенные, скажем, законы, нормативы, которые регламентируют, что эти объекты должны быть под охраной, что их нельзя захватывать. В душе как-то вот теплилось, что они не будут захватывать. Мы же прекрасно понимаем, именно наше подразделение работает в такой сфере, что мы предполагали и знали по законодательству, что это будет акт ядерного терроризма. Поэтому мы эту мысль максимально отодвигали от себя. Сколько даю интервью, я не могу подобрать слово вот к этим. Воины – это не воины, это даже не люди, не воины, орки, пускай будут орки, гости. Мы называли их гости. Все равно до последнего я не верила, что гости, так сказать, придут к нам в гости. Все-таки 86-й год, трагедия мирового масштаба, и тут заходит. Не думаю, что возможен такой сценарий, что захват атомной станции возможен. Я не думал вообще, что им там делать, зачем. А они использовали эту атомную станцию как прикрытие, я так понял, потому что там была масса военной техники. Они скрывались там, там было очень много военнослужащих, они там жили. То есть для них это было как защитный зонтик, что ли. Бомбить не будут.
стрелять не будут, можно там расслабиться, отдохнуть. Вот они использовали это как щит, атомную станцию. Ну, НСС сделала объявление по громкоговорящей связи, что началось полномасштабное вторжение, исполнять мои обязанности беспрекословно. И мы до 15, где-то до 14 часов исполняли свои обязанности. Ну, ждали все-таки выезда электрички. Ну, по-моему, часов до 8, до 9 было неясно. Потом уже сообщили, что отменилась электричка. Поездка, ну, смена. Все были как бы не в панике, в шоке. То есть никто не знал, чего ждать и как оно, что будет дальше. То есть такая, ну, как бы состояние такое было неопределенности. То есть мы не могли поверить, ну, как бы, что вообще происходит. У нас был сигнал «воздушная тревога». То есть у нас есть канал оповещения ГСЧС на станции, у меня конкретно на ЦЩУ-1. И периодически по нему проходят разные там вот сообщения, там ураганы, шквальные ветры, заморозки. И тут раздается сигнал, это где-то было, по-моему, 8 с небольшим утра, повітряна тревога именно. То есть это было как-то, ну, вообще так дико. И я позвонил опять же НССу, я говорю, я получил сигнал повітряна тревога. Он говорит, да, я слышал, говорит, ну, как бы это точно. Я говорю, ну да, воздушная тревога, что, куда ж точнее это, то есть сообщение очень короткое, то есть там, вот. Прозвучала воздушная тревога, персонал эвакуировался в бомбоубежище. Больше 100 человек собралось в защитном сооружении, и, учитывая то, что там находились бойцы Нацгвардии, не могу сказать, сколько там было количество, ну, было так больше 100 человек точно. Сели на всех этих кроватях, скамеечках, где кому пришлось, и сидели. Ночь же была, кто-то еще умудрялся и посидеть спокойненько себе, коль уже, вот, ну, такое. Обстановка, ну, как на мой взгляд, была относительно спокойная, то есть как бы люди, ну, как бы обсуждали то, что происходит, как происходит, кто-то пытался шутить. Як такової паніки не було, тому що ніхто не вірив, що таке може бути. Не було, було спокійно. Медики пропонували чай, каву. Были моменты, когда у некоторых женщин, то есть у которых там ребенок там, или муж, там, у кого там знакомые были военные, потому что они были первые, кто попадает под прицел, как говорится. Вот они больше переживали, то, что как это все будет. Стали обращаться девчонки в ситуационные реакции, то есть беспокойство, расстройство, повышенные цифры давления. То есть понятно, что для всех это был шок, стресс. Потом уже через некоторое время спустился наш военный и просто сел на коленки, попросил прощения у всех матерей, всех дочерей, всех отцов, сыновей, и сказал, что простите, мы не могли вас защитить. Ну, то есть вы не бойтесь, вы будете работать, вас не тронут. Все как было, так и будет. И все и началось уже. Захват происходил следующим образом. Мы с коллегами всеми возможными средствами видеонаблюдения вывели наблюдение во внешний периметр на все подъезды к станции, где могли. В 16:15 я вижу, как со стороны малой стройбазы на северо-западном, получается, участке просто клубы дыма. Возможно, я чем-то отвлекся от своего монитора всего. Клубы сизого дыма. Но мне это подсказывало из опыта, что это крупная техника проследовала.
Смотрю, дым начинает рассеиваться. Проскакивает одно БМП, проскакивает второе БМП. За ним 5 бронированных КАМАЗов защитного цвета. Потом порядка 8 автозаков серого цвета на базе КАМАЗ. На следующей камере своей мы с коллегами уже видим, это въезд на территорию станции, треть танка, как с него спешивается пехота. На следующей камере я вижу, как дергается одно средство доступа, второй раз дергается, третий раз дергается, и в итоге оно взламывается. На территорию просачиваются 9 вооруженных людей в черной форме. Начальник смены мне позвонил, мой Анатолий Сидоренко. Мы в режиме аварийной готовности находились, и договоренность была какая? Каждый час мы созваниваемся, уточняем местонахождение персонала, состояние, оборудование, радиационной обстановки. И он как-то он позвонил, где-то, говорю, плюс-минус около 14:00, и говорит, как дела? Я начинаю доклад делать. Он говорит, ты не понял, говорит, ты говорит, ничего не знаешь еще? Я говорю, что случилось? Он говорит, нас окружили. Я говорю, в смысле? Он говорит, войска зашли уже на территорию площадки. Это 2 часа дня еще только, как бы уже 24, но уже 2 часа дня. Как бы. Мне с моего здания видно было, как они вальяжно, скажем так, заходили. Шел танк впереди, на броне лежали воины. За ним шел БМП, потом БТР и внедорожник. Соответственно, позвонил я МНССу, Гейко Валентину Александровичу. Говорю, тут едут войска, интересно, наши, не наши. Еще тогда мы не знали Z, V, символы эти. МНСС говорит, и откуда наши тут войска? Все сидели, когда уже слышали даже через бомбоубежище, что стоял грохот, что такие звуки всякие. Мы сидели тихонько. Когда осуществился прорыв через средства доступа, я также сообщил военным, что у нас прорыв. Поднимаю прямую связь с НССом, сообщаю, что у нас прорыв, 9 человек военным сообщено. Он говорит, я все это уже вижу, потому что танк и 2 ПМП стоят перед АБК-1 и стволы направлены на АБК. Вышли солдаты, пулеметчик на БТР установил пулемет, рассредоточились перед АБК. Вышел их старший с 2 поднятые руки и что-то там начал говорить, потому что у меня кабинет на 4-м этаже, а он кому-то говорил на 1-м этаже. Я понимал, что он ведет переговоры с военными, которые ведут охрану. Я звоню НССу, докладываю, что вижу какие-то переговоры уже внутри за средствами доступа. Он говорит, иди выясняй ситуацию, что и как, коли они уже на площадке, веди их ко мне, будем разбираться, что и как. 2 русских в черной форме, командиры, 3 офицера нашей нацгвардии, и там еще 1 наш гражданский. Я представился, что я начальник смены такой-то, представляю здесь государство Украины, и кто вы, на каком основании вы здесь находитесь. Да, он представился, я генерал российской армии, назвал фамилию Бураков. Валентин Александрович спросил цель ихнего визита. И да, это было первое после представления. Они в открытую заявляют, прямо как отчеканенная фраза, что так как мы, стратегически важный объект, находимся в тылу захваченной территории, они боятся, что радикально настроенные элементы ворвутся на станцию и совершат какой-то, скажем так,
даже террористический акт, и это все свалят на Российскую Федерацию. Поэтому у них поставлена задача взять под охрану Чернобыльскую АЭС и обеспечить безопасность. Первый вопрос, который был, это выдай нам правый сектор, кто там у тебя с правого сектора и бандеровцы. Я ему задал вопрос в ответ. А у вас есть критерии, по которым вы определяете, кто правый сектор, кто бандеровцы? Вот. Но они так друг на друга посмотрели, генерал с этим полковником, улыбнулись, ничего не сказали. Я говорю, ну раз нету критериев, тогда начинайте с меня. Валентин Александрович им сразу объяснил, что они находятся не просто на атомной станции, а на поставарийной атомной станции. Так как они являются захватчиками на чужой территории, они должны выполнять законы Украины, нахождение в зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС, так и наши права, урегулированные на Чернобыльской АЭС. Если они и будут на территории станции, они не будут ни вмешиваться, ни врываться ни в какие объекты. Это была первая договоренность, что и было достигнуто. Вторая договоренность была, что для выполнения должностных обязанностей нашему персоналу нужно беспрепятственное перемещение в объеме промплощадки Чернобыльской АЭС, так и вне площадки для выполнения своих обязанностей. Ну, вне было чуть сложнее, потому что был обозначен транспорт, на котором будет перемещаться наш персонал. И они просили, ну, как бы согласовывать с ними, не спрашивать, а согласовывать с ними количество персонала и для каких целей и в каком направлении будет перемещаться. Это была достигнута договоренность в целях безопасности даже нашего персонала, потому что впоследствии прибыли еще другие структуры. Если на начальном этапе захват осуществляли регулярно армия и ОМОН, и спецподразделения определенные, то на пятый день пришла еще и Росгвардия, которая обеспечивала внешнюю охрану Чернобыльской АЭС. Третий, самый важный аспект. Мы же прекрасно понимали, и Валентин Александрович вел эту беседу, что ответственность не только за персонал станции на нас лежит, а теперь уже и за наших военнопленных Нацгвардии. Поэтому была достигнута договоренность того, что в объеме все военнопленные будут находиться на БК-1 и будут там находиться в определенном объеме. Но мы достигли самого главного – это нахождение там персонала наших военных, военнопленных и ихнего перемещения с 7 утра до практически до часу ночи. Таких условий мы с ними добились. Совместного сосуществования на нашем объекте, скажем так, вынужденного. Это были первые, скажем так, контакты с ними между мной, как представителем Украины, и ихними, и этими русскими захватчиками. Ну, в бомбоубежище мы около 4-5 часов провели, точно не помню. Потом начальник смены распорядился всех по объектам развести и выполнять свои дальнейшие обязанности. Пока же шли переговоры начальника смены станции с военными России, вот, не было никаких нам указаний. Потом уже где-то, может быть, часа к 6, может быть, ну, такой период, тогда просто уже не контролировал этого времени. Поступил нам такой приказ от начальника смены станции, что всем мужчинам уйти на свои рабочие места, потому как смена не приехала уже нас менять. Нас смена должна была приехать поменять в 9:40. То есть, когда мы уже выходили с бомбоубежища на свои рабочие места, то есть в холле АБК-1, да, они уже стояли там в обмундировании, там в балаклавах, с автоматами, то есть как бы показывали, какие они классные ребята. Когда я вернулся на пульт, уже
понимая безвыходную ситуацию, мои коллеги уже организовали 2 спальных места. Это стол освободили один от компьютеров свободный. На стол поставили принтер, что удлинило стол. Застелили какими-то старыми курточками всем, то есть организовали спальное место. Я вообще прозрел. Прихожу, уже был как бы организован даже график дежурства. Персонал наш сам организовался. Я в этом, конечно, не сомневался, но было приятно уже все это увидеть. Было непосредственно от Валентина Александровича Гейка получено указание о том, что на рабочих местах в том числе отдыхать, потому что это был ненормальный же график работы, да. Вот разрешение было получено, но тем не менее все равно работаешь, происходит там, что за оборудованием все равно приходилось следить, так что там на полную спать такого не было. Все равно выбора другого не было, то есть у нас нет ни комнат отдыха, ни каких-то диванов, ничего. Все, что у нас есть, это в принципе удобное кресло, в котором можно 12 часов спокойно просидеть. Спать в нем, конечно, жутко неудобно, поэтому выкручивались как могли, и ноги на стол, и ноги на лавки какие-то, на стулья, и кто как. Нам начальник смены станции передал, что мы, женщины, можем не находиться постоянно вот день и ночь на своих рабочих местах. То есть он давал нам машину, машина увозила нас на рабочее место, машиной также привезли до того же рабочего, до АБК. Идешь себе, там они все стоят, там БТРы, там танки, там они все стоят с автоматами, наводят влево-вправо, чтобы никуда. И так вот жили. Честно говоря, вот коллега Виталий Владимирович, вот как-то он так обронил такую фразу: возможно, нам понадобится морозильная камера. Вот это вот было страшно. Вот. То есть и уже и такие даже варианты просматривались, то есть потому что ситуация никто не отменяет в таких условиях ни инфаркта, ни инсульта, ни просто там физическое уничтожение. Вы же понимаете, на площадке большое количество людей с оружием, какие у них мысли, какие у них относительно нас. Ми старалися просто обходити їх стороною. Я, наприклад, зовсім з ними ні разу не розмовляла, тільки спустилася в овочевий склад, і один мені говорить: ми тут варим кушать, і що ми привозим, так ви нікому не говорите. Я ему говорю: а мне все равно, что вы варите кушать. Вы хотите кушать, и мы хотим, вы хотите жить, и мы. Только говорю, ты обвешан автоматами, а я с кастрюлями стою. Да, работа изменилась, конечно, безусловно. То есть появился новый фактор, человек с автоматом. Вот. То есть как бы в прямом смысле этого слова. Было ограничение на все перемещения в ночное время. Далее, непосредственно, когда вот как происходило, у меня было регламентный, в первое же воскресенье у нас установлено, каждое воскресенье замена фильтра в инспекционной линии пробоотбора вентиляционной трубы НБК. Значит, и первое воскресенье я позвонил, что будем делать, как будем менять, потому что это отметка плюс 63. Вот все-таки как-то это высоко, я не в том плане, что это высоко, чтобы меня не приняли там за наблюдающего или еще что-то. В общем, я позвонил своему начальнику смены, говорю: Толя, у меня сегодня замена плановая, вот как будем поступать? Вот сейчас будем выяснять. Вот. Насколько я знаю, потом, значит, Толя позвонил на ЦС Гейка, и минут 15 прошло, 20 мне было сообщено: да, я могу подняться на трубу, но мне предупредили, что за мной будет наблюдать коптер. Вот. Значит, поднялись на трубу, в принципе, так мы его не заметили. Была ли съемка, следили ли они за нами коптером с помощью, не знаю каким образом. Но, в принципе, все перемещения нужно было согласовывать, так или иначе. Потом, как мне объяснили, мне показали, значит, появился некий список персонала, в частности, по ЦРБ я говорю, да, где была указана фамилия и какие я могу посещать места. Например, это АБК-1, промплощадка ГСПЧС, то есть именно непосредственно, где я могу находиться. Вот. Но в любом случае любые перемещения согласовывались, так или иначе. Я ходил по зданию, они там установили определенные маршруты, по которым мы должны были только ходить. Остальные были все закрыты, и они предупредили, что если мы куда-то пойдем, меня сразу предупредили, они там, скажем так,
установили мины-ловушки, то есть если дверь открываешь, она взрывается, и тогда, в общем-то, поэтому ходили по определенным маршрутам. Если нужно было попасть в какое-то другое помещение, а это имеется в виду, что, допустим, вот когда процесс этот пошел, там, чай закончился, сахар закончился, сигареты закончились, и начали звонить в город, начальники там или кто-то говорит, у меня там в кабинете есть сигареты, пойди возьми, цветы полей и так далее. И чтобы попасть в эти помещения, нужно было в обязательном порядке в их сопровождении. Один раз инженер мой говорит, представляешь, говорит, какой, говорит, гад попался. Идет, говорит, сзади и затвором автомата клацает. Ну, вот представьте, вы идете вдвоем, сзади идет этот конвоир и просто от нечего делает, клацает затвором автомата. Едешь на работу, идет колонна военных, ихние же. Бывает 50 танки и машины там, бывает меньше, бывает больше. А самое страшное было, когда самолеты летали, это было очень страшно. Первое время я просто падала на землю, либо где-то под горку, либо куда-то, и пряталась от этих самолетов, укрывалась, потому что там грохочут, там где-то ракета полетела, весь этот свист стоит, а куда она полетела, ты же не знаешь, может она и к нам полетела, может и куда-то, и тяжело было. Он делает тут такой как бы небольшой разворот, выпускает 2 ракеты в направлении Киева и улетает обратно на Беларусь. Причем дает вот этот вот переход на сверхзвуковую, да, когда вот этот бух, вот и вот так уходит. Вот представьте, у человека над головой это происходит. И это было не один раз. То есть как бы. Этим рашистам когда они пришли, я сразу понял, что нужно разделять или отделить правильно наш персонал от этих рашистов, чтобы наш персонал как можно меньше с ними пересекался. Поэтому столовая, так называемый диет-зал, я этому генералу сказал, говорю, я вот вам даю эту столовую, только мы остаемся на 2-м этаже, чтобы вы туда не ходили. Основную нагрузку после Гейка, это, наверное, девочки, наши повара, приняли на себя, потому что их приехало 3. Повар, кассир и мойщица, а нас уже на площадке было там под 300 с лишним человек, вот, а 3 человека явно не могли такое количество людей кормить. В каком плане? Это же нужно было варить, мыть, убирать. На 3-й день старший повар просто потерял сознание. Потом уже методом организации всего привлекли сталкеров, находящихся на станции уже, военных. То есть хоть какое-то более-менее и общение, и когда ты занят трудом, у тебя другие совершенно мысли, все. Мы ходили в столовую и помогали своим девочкам, поварам и уборщицам. Одни они, не в силах это все сделать, и ходили просто по своей воле, Як, напевно, колись говорили, війна, і жінки працювали, чоловіки воювали. От у мене було таке. Я повинна була працювати, напевно, тому що от мені треба було, щось мені так сталося, що мені треба було допомагати будь-кому. Я дуже переживала, у мене син там був. І я дуже переживала, щоб тільки з ним нічого не було, і нам треба працювати, щоб про все забути за оце. Наши девочки вообще молодцы, то есть, несмотря ни на что, на свое здоровье, то, что там некоторые очень приболели, простыли, отработали, я даже не на 100%, а на все 500, потому что кормили нас по стандарту. Обыкновенный станционный комплекс, то есть у нас был 1-й, 2-й компот. Первые дни, естественно, был хлеб, молочка, после чего
логистики, то есть невозможно. То есть у нас этого не стало. А потом мясо, то есть такие супчики, то есть салатики. Девушке, конечно, большое спасибо, благодарность, из чего могли, там, пытались нам постоянно как-то вот улучшить рацион. На ЧС повезло в каком плане? Что туда перед войной где-то за неделю заехали на круглосуточное дежурство в воинская часть. А их там порядка до 200 человек. Они жили у нас там в санпропускнике 14:30. Естественно, они же питались в нашей столовой. И под них было завезено какое-то количество продуктов. Сколько там, не знаю. Вот. И поэтому так получилось, что продукты были. Кормили нас 2 раза в сутки. Это обед с 11 до 2 и ужин с 23 до часу. Поначалу, первые дни, когда нам графики поставили ужина, то есть с 11 вечера, то есть, ну, как бы поздновато. То есть мы отказывались ходить на ужин за счет того, что мы не знали, что от них ожидать в темноте. То есть все-таки, как бы, инстинкт самосохранения отрабатывал, то есть мы ходили только 1 раз, то есть на обед. Потом, когда сместили уже на более ранний, то есть с 8, то есть мы ходили обед и ужин, это не было критично, то есть это было вполне. Почему смещение произошло? Потому что больший период времени для поваров остается отдохнуть, потому что все-таки большая физическая нагрузка. В то же время оккупанты настаивали на том, чтобы наши военные уже меньше перемещались. До часу ночи они могли перемещаться, а так было им спокойнее. Когда? То есть мы, как бы, это не прискорбно звучит, как бы их хотелку выполнили и чуть-чуть разгрузили наших поваров с этим, но это намного удобнее стало для всего персонала.